Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT-вердикт, и наконец-таки у меня появилось время снять видеообзор на творение от компании Panasonic, благодаря которому я все это время и записывал все свои видео. Это моя основная видеокамера, модель HC-V770, и на нее отснят практически весь материал, который есть на этом канале. И прежде чем перейдем к выпуску, напомню, что 3 числа в Крокусе стартует выставка Игромир, на которой я также буду. И на канале есть видео про это мероприятие, если вы все еще не решили, идти на него или нет. Советую ознакомиться. Итак, перейдем к камере. По традиции начнем с внешнего вида. Камера выполнена из пластика в форм-факторе, достаточно популярном среди любительских видеокамер. Спереди у нас помимо оптики расположен светодиод, который работает в качестве вспышки либо внешней подсветки, и также имеется резьба 49 мм для накручивания различных фильтров и насадок. На правой стороне расположен ремешок для руки и также два разъема. Один для зарядки или же питания камеры и также выход на наушники. На левой стороне расположен универсальный джойстик для навигации в меню камеры и регулировки. Также на этой стороне у нас расположен сенсорный резистивный экран, воспринимающий именно нажатие и способный разворачиваться на 180 градусов, что очень удобно для влогов. За экраном на этой же грани скрываются порты для соединения с ПК microUSB 2.0, мини-HDMI разъем, AV-выход, а также вход для микрофона и маленький динамик. Также тут расположены кнопки переключения режима съемки на режим просмотра, кнопка включения и отключения контроля уровня, включения-выключения Wi-Fi и самой камеры. Помимо этого тут также расположены два фиксатора, один из которых позволяет снять аккумулятор, а второй необходим для снятия горячего башмака. Сверху камеры располагается накамерный микрофон с ветрозащитой, позволяющий записывать звук в 5.1. Также тут есть NFC, управление зумом и кнопка спуска для фотографии. На задней части камеры расположена батарея, разъем для крепления платформы для башмака, а также кнопка начала записи. На нижней грани камеры у нас располагается стандартная штативная резьба и также порт для карты памяти. И сразу же хочется сказать об эргономичности. Камера отлично лежит в руке, она небольшая, весит немного, всего 350 грамм. Все необходимые кнопки, естественно, находятся под рукой и ничто не мешает. Разъем для карт памяти в случае с короткими штативными площадками не перекрывается, что в принципе неплохо. Собрана сама камера отлично, ничего не скрипит и не люфтит. Однако, если камера, например, лежит в сумке, то шторки, закрывающие порт питания, выход на наушники или на карту памяти, могут случайно открываться. Это не критично, однако, будь они потуже, возможно, этого бы не было. Теперь, что касается характеристик, функций и возможностей. Камера имеет MOS-матрицу на 12,76 мегапикселя с физическим размером 1 на 2,3. Фокусное расстояние объектива от 4 до 81 мм. Эквивалентное фокусное расстояние от 29 до 612 мм. Поддерживается запись видео 720p либо в Full HD. Притом записывать камера может как в 50, так и в 60 кадров в секунду при 50 мегабитах в секунду максимум. Также камера способна писать slow motion 120 кадров в секунду при разрешении Full HD. Варианты записи MP4 либо AVC HD. Камера обладает просто отличным зумом. Это 20-кратный оптический зум, а также 50-кратный интеллектуальный зум с незначительной потерей качества. К тому же камера обладает 1500-кратным цифровым зумом, что уже, конечно, не так пригодно для использования, но все же. Все это вместе с шикарной гибридной 5-осевой стабилизацией дает возможность снимать на очень дальнее расстояние практически без какой бы то ни было тряски. Что касается именно стабилизации, в этой камере это действительно возведено в абсолют. И это именно тот случай, когда в большинстве ситуаций внешний стабилизатор вам попросту не понадобится. Также камера позволяет снимать фото во время видеосъемки. В камере имеется автоэкспозиция, настройки баланса белого, в том числе и ручные. Также имеется возможность ручной настройки выдержки со значениями от 1/8000 до 1/25 секунды, ручная настройка диафрагмы со значениями 1,8-16, настройка резкости, экспозиции, насыщенности и также ручная фокусировка. Фокусировка камеры, кстати, у камеры очень быстрая, плавная и имеется также поддержка фокуса по лицу. Теперь, что касается меню. На экране камеры выведены основные данные по поводу формата записи, оставшегося времени съемки и активных функций. Нажатием на левый нижний угол, либо на джойстик на левой стороне камеры слева выползает основное меню, где есть несколько страничек. Первое — это выбор режима фокусировки, настройки баланса белого, выдержки и ISO. На следующей странице есть возможность включения и отключения таких опций, как затемнение, регулировки контраста и компенсация контрового света. Следующая страница посвящена управлению режимами стабилизации, и на следующей странице находится единственная кнопка меню. Там уже находятся все возможные настройки камеры, настройки формата и видеосъемки, настройки фото и все прочее. Ну и теперь по самым важным особенностям и впечатлениям. Первое. Камера отлично работает от обычного пауэрбанка.
И это дико спасает, особенно в случаях, если вы не успели заказать пару дополнительных аккумуляторов. На эту камеру они, кстати говоря, есть и как оригинальная на 1940 мАч, которая позволяет снимать около 1,5 часов, так и китайские повышенной емкости, которые позволяют снимать около 2,5 часов, и работают они, кстати говоря, тоже отлично. Так вот, камеру легко запитать от обычного пауэрбанка родным проводом от камеры, идущим в комплекте с адаптером питания. Второе. На камере помимо неплохого встроенного микрофона и помимо микрофонного входа для подключения, например, петлички или внешнего рекордера, имеется еще и порт для выхода звука на наушники для мониторинга. Для этой цены это реально очень и очень здорово. Далее пройдемся по стабилизации. Еще раз скажу, она здесь просто отменная. Для примера я покажу вам некоторые кадры, которые я снимал просто с рук, притом в том числе и при сильном увеличении. Камера позволяет снимать практически без какой-либо тряски. Добавим к этому и кнопку функции ровного снимка, которая автоматически выровняет вам горизонт при незначительных наклонах камеры. Это очень удобная штука, особенно в тех случаях, когда, например, на штативе у вас нет уровня. Вы просто включаете эту функцию, и камера сама выровняет вам снимок. Далее это наличие резьбы. Фильтры под 49 мм это еще не все. Помимо защитного стекла, бленды и полярика в комплект, в камере я докупил две дешевые насадки. Первая из которых позволяет снимать широкоугольную картинку, которая в данном случае не особо полезна, и вторая предназначена для макросъемки, которая за счет фокусного расстояния позволяет превратить камеру практически в микроскоп и снимать на безумном увеличении. Это, конечно, скорее игрушка, однако пару раз это мне очень даже пригождалось. Также у камеры большое количество режимов съемки, в том числе два интеллектуальных, которые очень неплохо подстраиваются под условия. Имеется также и HDR режим, куча пресетов под различные условия и сцены, режим съемки в 120 кадров в секунду, и также в режиме записи EVC HD есть такие фишки, как эффект миниатюры, имитация пленки 8 мм, эффект немого кино, а также таймлапс с настройками интервалов между кадрами. При этом изображение с камеры, по крайней мере при съемке в MP4 50 мегабит в секунду, вполне неплохо красится и не сыпется при обработке в разумных пределах. Камера обладает как NFC, так и Wi-Fi соединением, которое нужен для удаленного управления камерой или съемкой и даже стриминга, что в таком ценовом сегменте естественно не так часто встретишь. Из минусов можно выделить достаточно простое основное меню и не слишком удобную навигацию по нему, а также то, что размер матрицы все же дает о себе знать. Камера достаточно сильно зависит от света, и при его недостатке картинка начинает шуметь. Ну и конечно же у камеры не самая высокая резкость картинки, что опять же связано с размерами матрицы. Однако с учетом целой тележки достоинств, по универсальности и возможностям за эти деньги у камеры даже близко нет конкурентов. Это просто отличный и безумно универсальный вариант, который подойдет как для путешествий, так и для съемки всяких блогов, влогов и всего чего угодно. Притом делать это будет камера прямо из коробки. Вам не надо докупать всякие риги, стабилизаторы и куча дополнительных девайсов. Для любительского уровня здесь есть абсолютно все, чтобы просто взять и уже начать снимать. Еще раз напомню, что практически все обзоры на моем канале до этого момента были сняты именно на эту камеру. И за эти несколько лет она меня ни разу не подводила и не создавала проблем. Поэтому смело рекомендую любому из вас. В описании будет ссылка на одно видео, где на камеру отсняли большой материал с путешествия. А также сейчас будет несколько кадров с различными примерами съемки. А я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, выпуск был для вас интересным и, главное, полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся с вами либо на Игромире, либо уже в следующем выпуске. С вами был канал IT Verdict. Пока!